первом выпуске нашего сериала про Чернобыль мы расскажем про то, как именно произошла Чернобыльская катастрофа и что было сразу после. Давайте вернемся в конец апреля, начало мая 1986 года и посмотрим, что происходило в те дни. В ночь с 25 на 26 апреля в ночную вахту управления 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС заступает смена под управлением заместителя главного инженера по эксплуатации Анатолия Дятлова. Вместе с Анатолием Дятловым на блочном щите управления находится также начальник смены 4-го энергоблока Александр Акимов и СИУР, старший инженер управления реактором Леонид Топтунов. Смена должна была закончить испытание по выбегу ротора турбогенератора, предложенное Московским институтом «Гидропроект». Испытание не было каким-то случайным экспериментом, каким его часто изображают журналисты, а было обычным регламентным испытанием, которое было положено проводить в случае остановки энергоблока на ремонт. В ходе проводимых испытаний в 1 час 23 минуты и 39 секунд СИУРом Леонидом Топтуновым была нажата кнопка АЗ-5. Она хоть и называется аварийной защитой, но ее использование предполагается регламентом обслуживания реактора и в штатных ситуациях. Собственно, такой штатной ситуацией и было проводимое испытание. То, что произошло дальше, стало большой неожиданностью для всех. Операторы БЭС-4 увидели, что приборы показывают лавинообразный рост мощности реактора, затем раздалось несколько мощных взрывов, и к 1 часу 23 минутам и 50 секундам реактор 4-го блока был полностью разрушен. Давайте взглянем на конструкцию реакторного цеха Чернобыльской АЭС. На отметке 35,5, это значит в 35,5 метрах от уровня Земли, находится пол реакторного зала, на уровне которого находится верхняя биологическая защита реактора. Верхняя биологическая защита состоит из огромной бетонной крышки массой около 450 тонн, называемой также схема Е, а каждый из реакторных каналов дополнительно еще защищен свинцовой 300-килограммовой призмой, которая имеет проектное название «Сборка-11». Проектировщики РБМК-1000 посчитали, что такой защиты вполне достаточно, и поэтому сам реакторный цех возведен из достаточно непрочных конструкций. Это можно хорошо разглядеть на чертежах реакторного цеха РБМК-1000 в старых технических книгах. Смотрите сами, примерно до отметки плюс 49,5, на которой находится мостовой кран центрального зала, стены реакторного цеха состоят из толстого монолитного бетона высоких марок, а все, что выше, это легкая кровля, которая не представляет серьезной защиты. В ночь на 26 апреля крышка реактора, схема Е, была подброшена взрывом, в результате чего активная зона оказалась открытой. Шатер реакторного цеха снесло как раз примерно на отметке плюс 50. Бетонные стены выдержали, а вот от легкой кровли не осталось и следа. Не спавшие в ту ночь жители Припяти рассказывали, что слышали мощные и гулкие удары, вслед за которыми над 4-м блоком станции поднялось пламя и светящийся луч, который терялся где-то в темном небе на высоте в несколько километров. Для жителей Припяти, города атомщиков, первый микрорайон которого находился всего в 1,5 километрах от станции, все последующие дни превратились в один сплошной кошмар, который не хотел заканчиваться и спустя несколько лет.
В первые послеаварийные дни 26 и 27 апреля в городе не было практически никакой информации о том, что на самом деле произошло на 4-м блоке. Стояла безоблачная, жаркая и почти летняя погода. Люди наслаждались выходным субботним днем, а со станции уже привозили первых облученных. Это был персонал смены Анатолия Дятлова, пожарные, тушившие горящий блок и прилегающие помещения, а также случайные прохожие, попавшие в зону радиоактивного выброса. К вечеру 26 апреля такие пострадавшие стали появляться и в самой Припяти. Кто-то загорал на крыше, кто-то ловил рыбу в пруду охладителей АЭС. И уже к вечеру этих людей доставили в местную больницу с симптомами тяжелой лучевой болезни, рвотой и темным ядерным загаром, который проявлялся даже под одеждой. Возможно, именно эти случаи и заставили власти поторопиться с эвакуацией. Ее было решено провести днем 27 апреля, для чего со всей Киевской области к Припяти начали сгонять автобусы. Уже с утра 27 апреля жители Припяти знали, что их город закрывают на 3 дня в связи со сложившейся неблагоприятной радиационной обстановкой. Это объявление 1 или 2 раза передали по проводному радио в городе, а после уже сарафанным радио всем стало все известно. Точных цифр радиоактивного фона не знал никто, так как в городе не было дозиметров. Уже позже станет известно, что 26 и 27 апреля радиационный фон в Припяти составлял от 1 до 5 рентген в час, что в сотни тысяч раз превышает норму. Говорят, что у человека нет органа, который мог бы ощущать радиацию, но в апрельской Припяти радиация ощущалась очень хорошо. В городе был густой воздух, которым было трудно дышать. Воздух оставлял металлический привкус во рту и отдавал чем-то электрическим на языке около зубов. При этом никакой паники в городе не было. Скорее всего, просто потому, что большинство не представляло, что происходит на самом деле. 26 апреля в городе работали магазины, уличные торговки на самом солнцепёке продавали мороженое и свежие пирожки, а в парке аттракционов, открытие которого было запланировано на 1 мая, в тестовом режиме крутилось колесо обозрения, катая всех желающих. Администрация некоторых микрорайонов раздавала людям йод в таблетках, но в целом город жил так, словно ночью на станции ничего не произошло. Утром 26 апреля в городе обрезали связь. Наверное, для того, чтобы никто не рассказал о том, что же случилось на самом деле. Днем 27 апреля началась эвакуация. Тем, кто имел собственный транспорт, разрешили покинуть город самостоятельно, и большая часть из 5000-го персонала ЧАЭС сделала это в первые же часы после аварии, не дожидаясь официального объявления эвакуации. Для всех остальных к домам и подъездам начали подавать автобусы. Квартиры города опечатывала милиция, двери покинутых домов заклеивали бумажкой. Людям разрешалось брать с собой только необходимый, самый минимальный комплект вещей, а также деньги и документы. Им объявили, что эвакуация осуществляется на 3 дня, для того, чтобы почистить город. Случались странные и даже страшные случаи. В некоторых квартирах люди оставили стариков присмотреть за домом. Многих из них милиция нашла уже в мае, в ужасном состоянии, ведь в домах уже отключили газ, свет и воду. Жители Припяти до последнего не знали, что же случилось на самом деле, и не понимали полного масштаба событий. Многие собирались в эвакуацию как в поход, одевались в спортивную одежду и кеды. По городу почему-то был распространен слух, что жителей поселят в палатках где-то на природе, ну а кто-то и вовсе сел в автобус в домашней одежде и тапках, а из всех вещей захватил из квартиры только 3-литровую банку пива и вязанку вяленой рыбы с балкона.
многие понимали, как-то чувствовали, что видят свой город в последний раз, и смотрели на него, стараясь запомнить только-только распускающиеся свечки каштанов, теплые тона стоящих в шахматном порядке девятиэтажек, удобные игровые площадки у школ и колесо обозрения, выглядывающее из-за белых зданий городского центра. Колонны автобусов из Припяти двинулись по нескольким направлениям. Одна из колонн поехала на юг, в сторону Киева, другая свернула на запад и поехала в сторону Полесского, где был организован один из штабов эвакуации. В Полесском эвакуированным людям выдали по 15 рублей, и здесь же многие припятчане начали догадываться, что возврата в родной город не будет уже никогда. Что же в это время происходило в остальной стране? Практически сразу же после аварии, с самого утра 26 апреля, Припять и ЧАЭС были полностью отрезаны от мира. В городе обрезали телефоны, оставив только каналы спецсвязи. Одновременно с этим Припять как бы перестала существовать. 50-тысячная жемчужина Полесья, о которой еще вчера с гордостью рассказывала советская пресса, вдруг превратилась в небольшой поселок атомщиков, а название города перестали упоминать вовсе. Весь май советская пресса старалась уверить советских граждан, в том числе и бывших жителей города Припяти, в том, что никакого города Припяти не существовало вовсе, а был только какой-то небольшой поселок, который и упоминать-то не стоит. Однако, несмотря на то, что официально никаких сообщений о взрыве на ЧАЭС не было, в близлежащих к Чернобылю городах Киеве, Житомире, Чернигове с каждым днем нарастала паника. Залитые солнцем весенние киевские улицы оказались полностью пусты, а железнодорожные вокзалы штурмовали толпы, желающих уехать из города. В аптеках исчез йод. Многие пили его целыми пузырьками, зарабатывая ожоги гортани и кишечника. Официальная медицина молчала. В этом ядерном угаре киевские власти решили провести первомайский парад на Крещатике. Несмотря на то, что весь центр Киева находится на холмах, Крещатик, его центральная улица, находится в низине, которая отлично аккумулирует радиоактивную пыль. 1 мая 1986 года радиационный фон на Крещатике превышал норму в сотни раз. Есть сведения, что керамическую отделку зданий на Крещатике позже даже отмывали спецсоставами. В вымершем городе с разбежавшимися жителями было очень сложно найти желающих выйти на парад, и тогда власти начали сгонять по 2000 человек от каждого из городских районов в центр. Остаток весны и лета 1986 года в Киеве были страшными. Стояла жара, радиационный фон превышал норму в среднем в 100 раз. Город опустел и остался практически без детей. Их отправляли подальше, стараясь пристроить к родственникам и знакомым. Город Припять был эвакуирован 27 апреля, город Чернобыль 2 мая,
а затем стали вывозить и другие поселки, находящиеся в возникшей зоне отчуждения. Все вместе напоминало гуманитарную катастрофу. Людям было негде жить, нечем питаться, негде работать. История каждой припятской семьи – это практически всегда грустная история с несчастливым концом. В первые месяцы те, кто не мог или не хотел обременять родственников, жили в гостиницах и общежитиях, которых часто приходилось добиваться буквально с боем. Чернобыльцы не вписывались в картину устоявшегося советского быта, в котором все всегда должно было быть хорошо. С боем приходилось буквально выбивать и какую-то помощь, и какие-то вещи. На бумаге помощь существовала. Ее выделяло и государство, и всевозможные международные фонды, но часто все куда-то терялось по пути к пострадавшим людям. Примерно в это же время припятчанам разрешили однократный въезд в Припять с полиэтиленовыми мешками типа засолочных, чтобы они смогли забрать необходимые вещи и документы. После этого припятчанам объявили, что город будет закрыт примерно на 20-30 лет. Одновременно с этим в прессе стали появляться заметки о том, как дезинфекторы вскрывают припятские квартиры, выбрасывают остатки вещей и захоранивают их в могильниках. Бывшие жители Припяти поняли, что это конец. Возврата в родной город не будет уже никогда. Для переселенцев из Припяти начали строить дома в разных городах СССР и выплачивать компенсации: 4000 рублей на первого члена семьи, 3000 на второго, 1500 на третьего и всех последующих. Эти деньги очень быстро ушли на покупку необходимой мебели и лекарств. Начавшиеся от последствий радиационного облучения болезни припятчан советская медицина игнорировала. Существовал приказ не ставить радиационных диагнозов, а списывать все на хронические болезни прошлых лет. Припятчан измеряли приборами, но полученные дозы не сообщали, как и не сообщали результаты анализов. Только чудом некоторые узнавали о реально полученных дозах. Одна из жительниц города сохранила справку сына, в которой написано, что его щитовидная железа по приезду из Припяти излучала 50 миллирентген в час, а печень и голова по 25. Неуместной бравурностью светились телевизионные репортажи о Чернобыле конца 80-х годов. В новостях показывали ложь про реэвакуированные деревни, в которые якобы возвращается жизнь, тогда как на самом деле деревни стояли пустыми. Ко всему прочему, некоторые советские граждане боялись припятских и не хотели жить рядом с ними. Многие чернобыльцы, устав от скитаний в этом бюрократическом аду, устав от того, что другие люди считают их заразными и какими-то не такими, возвращались назад в зону, жить самоселами. А сейчас мы немного прогуляемся по Киевскому району Троещина. Именно здесь были построены кварталы домов для бывших жителей Припяти, и находится целый памятный парк, посвященный событиям Чернобыля и покинутым населенным пунктам. Все эти здания стали вторым домом для жителей маленького города Атомщиков на севере украинского Полесья. Бок о бок здесь живут и уборщица из Припятского ДК «Энергетик», и бывший директор ЧАЭС Брюханов, и работники Припятской медсанчасти, что спасали пожарных, и обычные бывшие жители Припяти, про которых не пишут статей и не снимают фильмов. Пусть эти люди сами немного нам расскажут о тех событиях. Работал на станции дозиметристом. Я работала в общежитии уборщицей, в 19-м общежитии, где он жил, в общежитии. Ну ничего, это на смене, он был на смене, как раз когда это случилось. Ну а потом мы еще сутки сидели, на вторые сутки объявили эвакуацию, на вторые сутки. Ну и кто куда?
Подгоняли автобусы, есть кому куда ехать. А как ехать? У нас родилась только внучка, месяц как родилась, маленькая. Дочка с этой внучкой и с мужем, муж на работе, а мы остались еще старшие. Дочка моя приехала проведать тоже нас сюда, Припять. Ну и мы на следующий день признали автобуса. А мы решили, будем ехать сами, бо мы сами из Житомирской области, с Новоград-Волынска. Мы решили ехать туда. Мы приехали на вокзал, именно на Янов, пришли туда, там уже все, нельзя. Было очень много людей, но мы как добирались. Сели в один поезд до Овруча. Овруча сказали нам выходить, но мы не вышли. Мы вышли дальше, поехали, сели на другой поезд, доехали до Коростеня. А с Коростеня куда? На Новоград-Волынский. Мы уже сами с Новоград-Волынска. Ну, короче, с 2 часов дня мы добирались до 2 часов ночи домой. С этим и с этим. 4 годика малому было с внучкой и месяц. Вот так мы добрались. А кого порасселяли? По 3-4 семьи. Ну как, хозяин доволен, а другой недоволен. И вместе заселены дома. 15, 15А, 15Б, 17. 17 подъезд оттуда. 26А, там дальше идет Бальзака уже, 26. 16, 16А. Каштановая 16, 16А. Дальше 11, 11А. Каштановая. 14. Всего в Деснянском районе, чтобы вы знали, города Киева 26 домов отдали чернобыльцам. Это только в Деснянском районе. Переселили. Тогда он был Днепровский район, на 2 части разделили уже в 1988 году, 27 декабря. С города Припяти, вот как эта женщина сидит, было эвакуировано из 42 тысяч, тогда проживало 45 тысяч в Припяти, 16 900, 200 семей называется, а жителей 16 900 с хвостиком, почти 17 тысяч. Город Киев принял 22 тысячи из города Припять. Хорошо принимаю. А все остальные, это уже Чернобыльский район, они все по городу Киеву. Разбросаны то же самое, и потом к нам уже больше им выписывали удостоверение 2Б, 3Б, их исчислялось больше 100 тысяч. Жил покойный первый заместитель главного инженера Дятлов, тому, которому дали 10 лет. Сам директор станции, сам директор Белканов, 2 подъезда, Белканов живет там. Белканов. Киевская Троещина стала для бывших припятчан вторым домом. Вот только большинство из них не может забыть тот первый дом, который остался где-то в весне 86-го. В конце фильма хотелось бы рассказать что-то веселое и обнадеживающее, но я не нашел ничего, что могло бы послужить такой концовкой, потому что истории бывших припятчан – это почти всегда истории с несчастливым концом. Мало кто из них нашел себя в новой жизни, и поэтому наш фильм я закончу цитатой одной из жительниц маленького города Атомщиков. Когда мне снилась Припять и счастливые припятчане, я во сне понимала, что этого нет, но радовалась, что вижу их хотя бы так.